Несколько месяцев Наташа добиралась до своей работы на электричке, а домой возвращалась под вечер. Только одно было непросто, нужно было вставать в 5 утра, чтобы успеть на электричку. Девушка работала в ресторане официанткой, в нем было всегда полно народу. Начиная с утра ей приходилось еще и вечером помогать другим официантам обслуживать посетителей, так решила хозяйка, если много людей, все работают до последнего клиента. Дома Наташу ждал ее сын Ваня, которому было 4 года. Пока мама была на работе, за Ванюшей приглядывала соседка баба Таня. Она водила его в садик и забирала после. Когда Наташа приезжала, ее Ваня спал, а когда уезжала, еще спал. Помощи было ждать ни от кого, отец сбежал, как только узнал о беременности, а родители умерли. Хорошо, что баба Таня не отказывала, а Наташа за помощь ей платила. В 7:30 девушка уже была на работе. Хотя ресторан открывался в 9, официантом надо было быть именно в 7:30, так требовала хозяйка, а сама приезжала не раньше 12. Приедет, по камерам все посмотрит, кто когда пришел. Особенно любила следить за Наташей. Катерина, так звали хозяйку ресторана, цеплялась к девушке по любому поводу. В тот день она тоже нашла повод, чтобы вызвать Наташу к себе в кабинет. «Ты, милочка, совсем обнаглела». Катерина прищурила глаза. «Что случилось?» «Я ничего не сделала», — с недоумением промолвила Наташа. «Вот именно. Почему гости за 5-м столиком тебя так долго ждали?» — вскричала хозяйка. «За 5-м столиком», — вспоминала Наташа. «Так они меню долго изучали. А как только выбрали, то я сразу же подошла. Ты еще и перечить вздумала. Ты должна быть ядом и помочь им с меню». Катерина была в бешенстве. «Так у меня еще было 3 заказа. Юля ведь на больничном, мне сейчас за 2 приходится работать». Наташа оправдывалась, хотя было не за что. «Если еще что-то подобное случится, то ты вылетишь отсюда как пробка», — вскрикнула хозяйка. «Иди, хотя нет, стой. Ресторан будет работать до часу ночи, потому что у нас спецзаказ». «Но, Екатерина Давыдовна», Наташа буквально взмолилась, «я на электричку не успею, у меня же сын». «Сын у нее», — усмехнулась хозяйка. «Сдавай его на 7-дневку, если не справляешься. Рожают непонятно от кого, а потом ходят, жалятся. Хочешь здесь работать, так работай». «Я поняла», — сухо ответила девушка. «Я могу идти?» Хозяйка жестом показала ей. Официантка вышла, почти плача. «Опять переработка, нужно бабу Таню предупредить», — думала она. «Чего тебя наша Грымза вызывала?» — спросила Наташу Аня, другая официантка. «Как всегда, показывать свою власть», — ответила та, рассказав суть разговора. «Вот зараза, как будто сама не работала официанткой, сама вырвалась из грязи в князи, а теперь считает себя чуть ли не владычицей морской», — сказала Аня. «Она была официанткой», — не поверила Наташа. «Ну да, мы с ней вместе работали в одну смену. А потом она за нашего хозяина замуж вышла. И понеслось по варанье-умехе, официантки-лентяйки», — охотно рассказывала Аня. «И так больно цепляется своими придирками, но у меня иммунитет, я на нее не реагирую». «А куда подевался хозяин?» — удивилась Наташа. «Я его никогда не видела». «Мы его сами уже 3 года не видели», — вздохнула Аня. «Пропал как-то летом, полиция его искала долго, потом объявила пропавшим без вести. Мутная история, и если еще до пропажи Виктора Николаевича Катя сдерживала свой нрав, то после совсем с катушек слетела». Поговорив, девчонки принялись за работу. День пролетел на одном дыхании, а после было тот самый спецзаказ. Домой девушка возвращалась на такси. Одно радовало, завтра выходной и целый день она посвятит сыну. Так и случилось, Наташа даже Ваню в садик не повела, они вместе убирались дома, готовили яблочный пирог. Малыш был очень рад, что мама рядом, и с усердием помогал как мог, убрал свои игрушки, развесил постиранные носочки, даже тесто катал для пирога. «Ох, Наташенька, он так по тебе скучает», — сказала баба Таня, которая вечером забежала на чай с пирогом. «Может быть, найдешь работу здесь?» «А где?» — качала головой девушка. «Я бы и рада, только здесь даже все вакансии техничек заняты». «Это да», — согласилась баба Таня. «Только не делай это, болтаться вечно в электричках». «Я понимаю все», — вздохнула Наташа. «Может, через год сниму квартиру в городе, чтобы жить там вместе с Ваней.
А с кем он будет, пока ты на работе? Ты же с раннего утра до поздней ночи там. Бабушка задала вполне резонный вопрос. Соседка была права, Наташа не знала, что ей делать. Пусть идет сейчас так, как идет. Следующим утром она вновь была на станции, моросил мелкий дождь, холодало, скоро совсем уже будет холодно. Девушка поежилась и натянула тонкую вязаную шапочку. Электричка призывно гудела вдали, немногочисленные пассажиры потянулись на перрон. На переходе она столкнулась с мужчиной. В свете фонаря она разглядела, что это был тот самый бомж, который много лет уже мелькает на станции. Наташа отшатнулась от него на переходе. Он сказал что-то вроде «извините», и они разошлись. Люди говорили, что он живет в подвале. Изредка его нанимают, то картошку летом прополоть, то от снега зимой от двора откидать. Наташа удивлялась, как он там живет, в подвале. Так у него буржуйка какая-то есть, и не старая, а лет 45. Неужели он живет только тем, что люди дают? В электричке Наташа все размышляла о том, почему же люди так опускаются, ведь было у них и жилье, и семья, что случилось. Потом начался рабочий день, и она закрутилась. Вечером, выйдя на станции, она снова встретила того мужчину. Он сидел на лавочке, плотно запахнув старую, видно с чужого плеча, куртку и надрывно кашлял. Прохожие брезгливо посматривали в его сторону и пробегали мимо, а девушка остановилась у лавочки, ей было невыносимо видеть, как страдает этот человек. Натура у нее такая. Вы плохо себя чувствуете? Я могу чем-то вам помочь? Бомж удивленно поднял на нее глаза. Он привык, что его не замечают, а тут кто-то к нему обращается. «Нет, спасибо, все в порядке», — произнес он хриплым голосом. «Я немного простыл только, сейчас отдохну и уйду». «А у вас есть лекарства?» — спросила дальше Наташа, хотя знала ответ. «Вы подождите, а я в аптеку сбегаю». Бездомный ничего не ответил, только опустил голову. Наташа побежала в аптеку, а когда вернулась, то мужчина лежал на лавочке. Он был в сознании, только очень слаб. Наташа попыталась вызвать скорую, но диспетчер покритиковал ее, потому что у них серьезные случаи. Девушка не знала, что ей делать. «Девушка, вы не переживайте. Я сейчас уйду. У вас нет сил встать, куда вы уйдете?» Наташа подбежала к таксистам. «Бомжа, того, что на лавочке. Не просите, потом после него салон дезинфицировать», — сказал таксист. «Но он же человек. Ему что умирать?» — ответила девушка. «Ладно», — вдруг согласился таксист. «Довезу, но за тройную цену». Вместе с таксистом они довели мужчину до такси, усадили. Баба Таня ждала ее дома. «Ты с ума сошла?» — удивилась бабушка, когда увидела, кого привела Наташа. «У тебя же ребенок. А ты такую заразу в дом тащишь». «Он не зараза, а человек», — ответила девушка. Ванечка спал. Наташа нашла старые отцовские вещи, вытащила из своих запасов одноразовый станок и мыло. «Вы сможете помыться? Я вот нашла вещи, чтобы вам переодеться». «Да, спасибо», — ответил он. После душа вышел совсем другой человек. Мужчине было 45 лет, темные волосы, виски седые, видно было, что он не пьющий. «После горячей воды мне даже легче стало, и кашель унялся», — сказал он. «Спасибо вам. Еще лекарство выпейте, что я купила». Наташа протянула таблетки, но вначале давайте поедим. «Кстати, а как вас зовут?» «Я не помню своего имени», — признался мужчина. «Я вообще ничего не помню». «Как так?» — удивилась Наташа. «А как вы очутились на нашей станции?» «Помню, что я шел, нашел разрушенный дом и в нем поселился. Поначалу пытался к людям обращаться, но они на меня как на прокаженного смотрели. Хорошо, что иногда еду дают, да вещи старые», — с печалью ответил бездомный. «А вы в полицию обращались?» «Раз зашел и в полицию. Просидел сутки, а потом выгнали, сказали больше на глаза не появляться». Мужчина сидел, понурив голову, Наташа была в шоке. Вот так вдруг человек оказался на обочине жизни. «Почему? Что случилось?» — думала она. Девушка выделила мужчине диванчик, который стоял в прихожей. Утром Наташа проснулась от веселого щебетания Ванечки. Он с новым знакомым готовил завтрак. Яичница была уже готова, сейчас они трудились над бутербродами. «Дядя Ваня, а вы с маслом или с майонезом любите хлеб?» — спросил мальчик. «Я не знаю, любой пойдет», — отвечал новый знакомый.
А я с майонезом люблю, серьезно отвечал Ванюша. Мужчина поднял глаза и увидел Наташу. Простите, я тут немного похозяйничал, растерянно сказал он. Я, кстати, уже познакомился с вашим сыном. Это хорошо, улыбнулась девушка. Вы вспомнили, как вас зовут? Нет, признался мужчина. Это Ваня предложил, он Ваня, и я Ваня. Ясно, заулыбалась Наташа и поцеловала сына. Давайте завтракать, а то я голодная. Кстати, как вы себя чувствуете? На удивление хорошо. Только немного слабость есть, ответил Иван. Потом они сели завтракать. Наташа убедилась, что он непростой человек. Он умел орудовать вилкой с ножом, так аккуратно брал чашку в руки, локти на стол не ставил. С правилами этикета был знаком. Так кто же он? В тот день Иван переделал всю мужскую работу в доме, поправил криво висящую полку, починил розетку, смеситель в ванной, отрегулировал стиральную машинку. Наташа видела, что у него золотые руки, с сыном он нашел общий язык. Наташа решила, пусть живет, она чувствовала, что он хороший человек. Так прошел месяц, потом другой. Новый год они встречали вчетвером, баба Таня, Ванечка, Наташа и Иван. После праздников Иван устроился на станцию грузчиком, документов хоть и не было, посмотрели его в работе и поняли, что не подведет. Все эти месяцы они были просто друзьями, но к весне сблизились. Наташе он нравился все больше и больше, потому что человек он хороший. Иван смотрел на Наташу влюбленными глазами. Ванечка стал звать его папой. Потом Ваня заболел, температура высокая, слабость, вначале думали, что простуда, но оказалось, что лейкемия. У Наташи опустились руки, но Иван сказал, что нужно действовать. Он добился, чтобы его отправили на лечение по квоте в город. Наташа приходила к Ванечке, начались тяжелые дни, к нему она приходила улыбаясь, а уходила в слезах. На работе ее чуть не уволила хозяйка, а не уволила, потому что был большой наплыв клиентов. Вот стерва бездушная, говорили на работе сотрудники. Однажды Иван после больницы решил заскочить в ресторан, где работала Наташа. Ее смена уже подходила к концу, вместе домой поедут. И вот вошел Иван в ресторан и что-то вдруг щелкнуло в голове, как будто картинка из прошлого, но лишь на мгновение не понял он, что это было. «Девушка», — попросил он официантку, — «а Наташу можно увидеть». «Виктор Николаевич», — крикнула Аня и от неожиданности выронила поднос. Вы вернулись, где же вы были? Вы меня знаете?» Иван вдруг побледнел, у него вдруг заболела голова, и он сжал виски. «Ребята», — крикнула она другим работникам, — «Виктор Николаевич вернулся». Сотрудники, работающие в ресторане, сразу узнали прошлого хозяина. Да, это был Виктор Николаевич, их любимый хозяин, добрый и справедливый. Все они кинулись обнимать и целовать его на глазах у изумленных посетителей, а он ничего не мог понять, у него сильно болела голова. И вдруг он все вспомнил ухмылку Кати, когда его два мордоворота избивали, а она смотрела. Да, жена заказала его. Потом он очнулся на берегу реки и все шел куда-то. Потом была станция, годы скитаний, Наташа, Ванечка. Да, он все вдруг вспомнил. «Что за шум?» — сказала вдруг грозно Катерина. Она вышла из кабинета и увидела мужа. «Ты?» — глаза ее округлились. «Да, я. А ты думала, что твои дружки меня утопили в той речке?» «Полиция разберется», — сказал Виктор. Кто-то из сотрудников ресторана вызвал полицию, сообразив, в чем дело. Катерину забрали, а Виктор прошел в свой кабинет. Да, это был его ресторан. В дверь постучали, заглянула Наташа. «Иван, Виктор Николаевич, можно?» Поправилась она. «Наташа, милая моя, с этими событиями я забыл о тебе», — сказал он. Он подошел и обнял ее. «И никакой я тебе не Виктор Николаевич. Просто Витя», — сказал Виктор. «Что же мы будем делать?» — спросила в растерянности Наташа. «А теперь все будет иначе, хватит тебе мотаться по электричкам, теперь ты будешь хозяйкой здесь. Выходи за меня замуж». «Я согласна», — прошептала Наташа. «Но Ванечка, доктор сказал, что его переведут из бокса в общую палату. Выздоравливает наш мальчик, все будет хорошо», — сказал Виктор. «Все будет хорошо», — словно эхом повторила Наташа и прижалась к Виктору.